Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Влюбитесь ли вы еще? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад телефон под видео. Ребят, в очередной раз у нас выпадает, что вы император, да, первая карта у нас императора. Этот император, который пережил очень много трагедий в своей жизни. Напишите, ребят, вот была какая-то такая у вас ситуация, что реально разрушила вашу жизнь, как будто там, я не знаю, половину вас отрезали, ну, морально, да, понятно, не по-настоящему. Вот напишите, ребят, давайте опять сделаем маленький такой соцопрос. Была ли такая ситуация и что это было? Развод, либо же, может быть, смерть близкого человека. Вот, ну, какие ситуации, которые вообще вас на какой-то период выбили из жизненной колеи? Вот напишите, мне интересно всегда читать ваши комментарии. Вы, конечно же, были в браке. Ну, либо же это у кого-то может проиграться гражданский брак, да, потому что это общий расклад. Но женщина, с которой вы когда-то были, жили, она однозначно на расстоянии. Причем все, что происходило с этой женщиной, на сегодняшний день боже, уже заплетык языкается, уже все, да, вызывает у вас столько негативных эмоций, столько обиды, злости, да, вот это настолько была для вас болезненная ситуация, связанная вот именно с личной жизнью. У кого-то это развод, у кого-то это может быть на сегодняшний день какой-то грандиозный скандал, что вы думаете уже все, будем ставить точку. Я вам скажу, что вы сами по себе человек довольно семейный. Вы всегда искали женщину, ну и ищете, конечно же. Вот именно для серьезных отношений. Вас не интересуют какие-то романчики, вы не увлекаетесь. Ну, понятно, что если это общий расклад, то, конечно же, здесь будут немножко разногласия. Поэтому не пишите мне, что вот у меня есть роман, да? Я вам сразу скажу, что это общий расклад, и этим все сказано. Но большинство из вас это серьезные намерения, это очень серьезный подход в выборе женщины. Вы никогда не броситесь даже на самую раскрасавицу, если вас что-то насторожит в ней. Вы, особенно вот после ваших таких трагических моментов в личной жизни, вы очень пристально будете присматриваться и уже присматриваетесь к женщинам. И розовые очки вы вряд ли уже когда-то оденете, потому что научены горьким опытом, потому что теперь вы будете выбирать еще более тщательно, понимаете? Конечно же, вы настроены именно вот на семью, да, вот в большинстве случаев, на то, чтобы, возможно, даже еще раз жениться. Вы не боитесь абсолютно слова «брак». Вы не боитесь слова «жена». Вы единственное, чего боитесь, чтобы не наступить на те же грабли. Вот напишите, ребят. Ну, 99%. Я уверена, что это так. Я вам скажу, что вы человек очень такой правдолюб, вы справедливый. Вам очень не нравится, когда кого-то, особенно если это унижают, либо обижают более слабых людей, да, вы, ну, такой смельчак, вы всегда броситесь на помощь, на защиту, ну, то есть на вас всегда можно положиться, вы человек надежный. Причем вот у кого из вас есть дети, да, вы очень такой хороший отец. Вплоть до того, что вот когда ребенок только родился, там еще, ну, грудничок был, вы вплоть до того, что вставали утром, да, его качали, укачивали, там, пока он заснет. Ну, то есть для вас абсолютно не составляет труда поменять памперс там, либо же еще как-то помочь жене своей, да. Ну, это было пусть и в прошлом. У кого-то, может быть, сейчас вы живете в таких отношениях, но, тем не менее, вот как отец вы потрясающий. Вы человек, который очень любит финансовую стабильность, поэтому вы всегда стараетесь, чтобы в доме была хоть какая-то, ну, заначка, так скажем, да, денежка, такая финансовая подушка, ну, на всякий случай, скажем так. Я не люблю говорить фразу «на черный день»,
пусть лучше эти черные дни никогда не наступают. А вот на всякий случай, да, потому что, ну, все мы живые люди, да, кто-то может заболеть, вот, да, вот как я вот. Второй раз за зиму я умудрилась простудиться, но сейчас реально многие люди простуженные, ходят и с температурой, ну, то есть не очень хорошо себя чувствуют и, естественно, заражают друг друга. Поэтому и мне так не повезло. Поэтому денежка должна быть, и вы всегда, вот знаете, вот именно ваша надежность заключается еще в том, что вы всегда как бы просчитываете на 10 шагов вперед. Вы не будете доводить до того, что все, денежка закончилась и хлебушек не за что купить, да, но это точно не про вас. Вы будете зарабатывать, чтобы было впрок, чтобы хватило. Вы будете четко под прицелом держать все какие-то даже бытовые проблемы, да, и вы их сразу же устраняете. Где-то что-то поломалось, ну, даже в бытовом плане, там, допустим, ну, я не знаю, телевизор, там, компьютер, еще что-то поломалось. Вы либо же сами это ремонтируете, если умеете, либо же вы сразу же ищете мастеров, людей, там, знакомых, может быть, приглашаете. То есть вы сразу устраняете эти проблемы. Потому что, конечно же, вообще по жизни есть такие мужчины, которые, ну, поломалось и поломалось, когда-нибудь сделаю, да, вот когда будет время, когда будет желание. Ну, конечно же, женщины очень не любят таких мужчин, которые лежебоки. Но это особо вообще к вам не относится, потому что вы совершенно другой. Я вам скажу, что вот с вами как-то, когда женщина находится рядом вообще по жизни, сейчас не беру конкретную женщину, вот знаете, я вот почему-то уверена, что веет от вас какой-то такой, ну, вселенской надежностью. Вот реально есть мужчины, от которых веет такое, знаете, энергетическое состояние, что вот ты понимаешь, что с ним можно быть как за каменной стеной. Какая-то сила, мощь такая мужская. Вот что-то такое подобное есть и у вас. Женщинам вы, в принципе, вы нравитесь. Но другое дело, что, как я уже сказала, что лишь бы с кем вы не пойдете. И вы, если не хотите, допустим, вот на сегодняшний день, да, к примеру, если вы не хотите отношений, какая бы она красавица ни была, вы даже не посмотрите, вы так сделаете вид, что вы ее не замечаете. Итак, давайте-ка смотреть, сможете ли вы еще влюбиться, ребят. Потому что после тех драм, которые вы пережили, а среди вас есть еще такие товарищи, которые живут сейчас в отношениях, ну, которые отношениями, ну, сложно назвать. Потому что любви нет, опять же, два чужих человека в одной квартире, когда живут, ну, либо в одном доме, да, то это печалька. Смотрите, на сегодняшний день вам может казаться, что после всего, что вы насмотрелись в своей жизни, и не только в своей, а ну, вы видите много примеров даже по своим знакомым, может быть, родственникам, да, как люди расходятся, как люди изменяют друг другу, предают и так далее. То есть вы насмотрелись столько всех этих любовных историй, наслушались, что у вас сейчас как будто вот пелена перед глазами в каком-то смысле. Вот. Но помимо того, что вы сами сомневаетесь вообще уже, получится ли у вас вообще серьезные отношения, да, сможете ли вы влюбиться, вот на данный момент для вас это как иллюзия, вот, да, что вот вряд ли я уже влюблюсь, я уже не доверяю, я уже не верю, где взять хорошую женщину, с которой можно действительно семью построить. Ну, то есть вот такие вот подобные мысли, они вас порой одолевают. Я вам скажу, что будет какая-то ситуация у вас, причем это будут кардинальные перемены. Мне показывают кардинальные перемены. Смотрите, у вас идут дороги, но это будет чуть попозже. Это будет чуть попозже, не самое ближайшее время. У кого-то может проиграться даже, что это будет дорога за границу, куда-то в другую страну. И там вы сможете познакомиться с женщиной. Но это не всем за границу, это я говорю некоторые, да. А кто-то из вас, может быть, там, я не знаю, по району, ну, куда-то где-то в области, там, да, ну, по стране, может быть, поедете куда-то, в командировку даже в конце концов. У каждого по-своему будет. И там вы можете познакомиться с женщиной. Что же будет происходить? Потому что у вас семейная карта, моя хорошая, падает. Вот как ни крути. Это женщина, которая вам сразу же понравится.
Вот она понравится, но вы будете себя немножко, я бы сказала, сдерживать. Опять же, будете сдерживать своими мыслями, сомнениями, опасениями. У вас будет общение, но поначалу это не будет такой прям бурный, страстный роман. Нет, вы будете скорее как друзья, наверное, больше общаться. Если это у кого-то проиграется, что связано будет как-то с работой, то вы будете, ну так, чисто, знаете, приятельские рабочие моменты, вот в таком духе, потому что будете присматриваться. Вот как я уже сказала, вы реально будете присматриваться к женщине, потому что вы должны быть на 100% уверены, что она хорошая, что она порядочная, да. У кого-то могут быть даже какие-то вот проверки, вот такие своего рода проверки. Я сейчас, знаете, вот даже вспомнила историю, где-то я в передаче как-то смотрела, но это, конечно, перебор, я считаю. Мужчина познакомился с женщиной, и, ну, тоже у него была там трагическая история, женщина его предала, которую он безумно любил. И теперь он настолько не доверяет, что вот новую женщину, с которой он познакомился, он просто посадил ее на детектор лжи и начал задавать там вопросы. Как она к нему относится, там, что она от него хочет, там, достаточно ли, ну, то есть, достаточно ли у нее каких-то там своих и финансов, и других там моментов, да, то есть он ее на полиграф посадил и такой допрос устроил. Но это, конечно, трэш, но это паранойя, я не знаю, как даже назвать. Но у вас тоже есть такие сомнения, но на полиграф вы садить точно не будете, я в этом почему-то уверена. Единственное, вот вы боитесь, чтобы вам не разбили сердце. Вот вы боитесь, опять же, тройка мечей еще может говорить о предательстве. То есть вы боитесь измены, вы боитесь того, что вам разобьют сердце, да, и все, что к этому относится. И это нормально, потому что вы это пережили. Отношения будут развиваться, знаете, тем более, если это проиграется на расстоянии, что женщина там, допустим, а вы просто поехали по каким-то, может быть, рабочим моментам, то вы какой-то период будете кататься еще к ней, туда-сюда ездить, да, вот такие будут сначала редкие встречи. Вы оба будете понимать, что что-то между вами зарождается. Это не будет, знаете, вот искры летать, ночами не сплю, с ума схожу, как вот в 17 лет. Нет. Это будет такая, знаете, спокойная, зарождающаяся любовь, очень осторожная любовь, потому что слишком много обжигались, слишком много опасений, сомнений, недоверия. Поэтому будете кататься, но чем больше вы будете общаться, тем она будет ближе к вам становиться. Вы будете как будто познавать друг друга, но очень медленно и очень постепенно. Когда вы поймете, что да, она хорошая женщина, она, в общем-то, и самодостаточная женщина, она хорошая хозяйка, она умеет держать себя и в обществе, при общении, да, она не будет там грубить, хамить, то есть она нормальный, адекватный, здоровый человек. Вы тогда немножко расслабитесь, вы будете и больше открываться ей, вы поймете, что вы начинаете влюбляться. Но еще раз говорю, это будет не сразу. Поначалу она, да, вот понравится, ну, чисто как женщина, там, внешне, может быть, фигура, да. Но вы через какое-то время, только после общения, начнете понимать, что да, вот вас влечет к ней. И это не просто инстинкты какие-то, да, там, интимные, а вам с ней хорошо. Вы поймете, что вы начинаете скучать за ней. Вы поймете, что вы все больше думаете о ней. И, конечно же, встречи станут ваши все чаще и чаще. Вы почувствуете, что, знаете, вот вам очень комфортно с этим человеком. А это очень важно, потому что можно встречаться, да, можно даже жить с человеком. В принципе, многие даже так и живут, но реально как посторонние люди. Вот некоторые, я не знаю, для чего, конечно, это делают. Вот встречаются просто, чтобы, ну так, для галочки. Вроде бы у меня есть пара, но особо я не скучаю за человеком, особенно меня не тянет. Ну, встретились там раз в недельку, джага-джага и до свидос, да. Ну, то есть это не отношения, это вообще непонятно что. Здесь же будет другая ситуация. У вас выпала семейная карта, но эта семейная карта будет, знаете, она будет проиграна довольно осознанно. Вы, вот смотрите, у нас начались негативные карты. Это о чем у нас говорит? О том, что вы все равно, даже вот будучи в этих отношениях,
будете себя как-то вот накручивать. И получится, что вот вроде бы хорошо-хорошо все, потом хопа, пришла белочка, да, посетила белочка, и начали мальчики себя накручивать, да. Начали снова сомневаться, начали опасаться. Ну, то есть вот эти вот волны, эмоциональные качели, они у вас какой-то период еще будут. Но я бы вас хотела немножко так разубедить и отговорить от этого. Потому что если вы будете себя накручивать по поводу и без повода с этой женщиной, ну, здесь толку не будет тогда. Понимаете? Потому что когда вы начинаете сомневаться, естественно, вы и отдаляетесь, вы себя будете вести более холодно, настороженно. Женщина это сразу же прочувствует. А если она ни в чем не виновата, да, она, естественно, спросит, а что такое? Я тебя ничем не обижала, я повода не давала, ничего плохого не делала. Почему ты так ко мне относишься? Почему ты так думаешь обо мне? Понимаете? Смотрите, просто чтобы вы не разрушили сами свои вот эти вот отношения, которые могут привести к браку. Еще раз говорю, карта семьи выпала. Вот вы будете себя по-любому еще вот грызть, накручивать, да, вот как хотите называйте. Понятно, что это психотравма, она так легко не лечится, да, но попробуйте вот все-таки открыться этой женщине и все-таки навстречу с открытой душой, с открытым сердцем, навстречу к новым отношениям, к новым семьям даже, да, потому что семейная карта. Поэтому, ребят, вот все хорошо. Единственное, вот постарайтесь все-таки открыться и поверить. Постарайтесь. Если у кого не получается, ну, к психологам тогда, к психотерапевтам, они вам помогут, если вы понимаете, что сами не можете справиться. А так вы влюбитесь. Вот еще раз говорю, влюбитесь, ребят, потому что, ну, это никому не чуждо. Мы ведь влюбляемся не во всех подряд и не просто так. А если вам эта женщина западет в сердце, в душу, то, наверное, все-таки она этого заслуживает, и вы это сами поймете. Просто периодически вот эти тараканчики начнут вас посещать, накручивать. Но опять же говорю, это будет абсолютно на пустом месте. Она серьезная, она не гулящая, она не ветреная, она семейно ориентированная. Очень хорошая женщина встретится на вашем пути. Главное, вот, ну, постарайтесь ее не потерять из-за своих вот этих вот прошлых страданий, переживаний. Потому что многие мужчины прошлые проблемы переносят ну, в новые отношения. Это проблема, конечно, многих пар. Это бич, наверное, в нашем обществе, когда ты переносишь предательство одной женщины, ты переносишь на других. Одна предала, значит все, значит все должны быть предательницами. Но это неправильно, ребят. Поэтому подумайте, постарайтесь все-таки взять себя в руки, потому что вы сильные мужчины. Но у кого не получится, психологи вам в помощь. Вы можете мне писать, можем поработать как с психологом с вами. Поэтому вот такой сегодня был расклад, настроен на позитив. Как всегда, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!